Итак, дорогие друзья, отвечаю на остальные вопросы. Пойдемте далее. Так, пусть иди ко мне, ну. Завтра пусть и укол сделаем, да, пусть. Надо прививку делать, чтобы не болел. Так. Мари. Здравствуйте, Инга. Спасибо большое за ваши ролики. Можно узнать, сколько времени вы спите? Я как Наполеон, 3 часа сплю. Я серьезно. Но иногда бывает, что очень разбитая и высыпаюсь. Без лукавства скажу. Бывает, что прям стою 12 часов дня и час могу, если очень разбита, ну все, трындец. Но обычно 3 часа где-то. Видите ли сны? Вижу, про сны уже говорила. Очень красочные, яркие, разные сны. Ну, я об этом говорить не считаю нужным, потому что у меня определенное видение мира. Я могу и в воронку провалиться, я могу во сне и кричать, я могу и чувствовать чьи-то руки, просто физиологически чувствовать. Я могу и очень много чего видеть. Я могу и проникнуть через стены. Я уже об этом показывала, необычное ясновидение, если помните. Как-нибудь открою. Кстати, очень интересная вещь. Само интересно. Меня даже начали подозревать, что я, значит, работаю на спецслужбе. Они мне приносят какие-то, как они их называют, отслеживатели спутника. В общем, я отслеживаю каждого человека. Ну, идиотизм, господи. Этих жучков, паучков, они сами-то за сотен тысяч долларов покупают, и мне приносят, чтобы я отследила. Ну не дебилизм. Ну зачем? Для чего это надо, чтобы отследить там Маруся Петровна, где живет и в каком Кукуевске? Ну это же очень важная информация для безопасности страны, реально. Так. Можно ли к необычным снам, как на его, относиться серьезно? Просто один сон теперь не выходит из головы. Как его можно истолковать? Спасибо за ответ. Смотря какой сон, смотря о чем. Если у вас какой-то трудный момент, этот сон приснился, значит, что-то вам хотели сказать. Обычно, если мертвые приходят, то они что-то хотят нам сказать, предупредить. Смотря что они вам говорили. Я не могу вам сказать, как истолковать. Может, вы по небу летали, а может, вы сидели возле могил. Что вы видели, я же не могу знать. Хотя нет, могу знать. Видели 3 человек непонятных. Один из них вам знаком. Так, Марина Короткова. Здравствуйте, Инга. Мне кажется, что вы очень уставшие, и вам нужно восстанавливать долго. Может быть, съездить отдохнуть или не заниматься магией какое-то время. Может, переключить свое внимание на что-то вообще противоположное. Хотя я очень люблю ваш канал. Спасибо за заботу, но давайте я буду решать, чем мне заниматься, когда мне отдыхать, куда мне ездить. Это, конечно, приятно, но чем-то противоположным заниматься или чем-то заниматься, я лучше сама решу, как мне быть в этой ситуации. А то, что я уставшая, мы все устаем, мне не нужно долго восстанавливаться. Я прекрасно восстанавливаюсь за несколько часов, поверьте мне. Во мне огромный потенциал и нерастраченный потенциал. Так что спасибо за совет. Так, здравствуйте, Инга. Хотела вас спросить, да, если вы можете рассказать нам про законы Вселенной, мироздания, что и как делать, чтобы жить счастливо и в достатке. Благодарю. Если вы соизволите посмотреть все мои каналы, а я их называла много раз, там столько роликов о законах мироздания, и о законе денег, и о законе личной гигиены, жизни, и общения с людьми, и семейные там отношения. Там столько советов, что если вы это все посмотрите, у вас уже вопросов не останется. Далее. Так, Хабзат. Здравствуйте, Инга. Хотелось бы вам задать 2 вопроса. Вы очень сильно уверены в каждом слове, которое вы говорите. Вы даете себе слабину просто сесть и заплакать. А даете ли заплакать? И еще неприятного человека вы сразу чувствуете? Или это спрашиваю, потому что это удел слабых?
Нет. Знаете, сесть и заплакать – это не слабина, это, наоборот, сильный характер. Когда человек может себе позволить сесть и заплакать. Да, я иногда, у меня иногда случается, но это очень редко. Скажем так, последний раз. В этом году я, наверное, плакала несколько раз, и то из-за событий в Армении. Я заплакала, когда поняла, что все закончилось, и что не будет стрельбы, не будет убийства, не будет ужасного того, что мы ожидали. Я просто зашла, закрылась и разрыдалась. Это действительно было так. Я расплакалась, отдохнула. Просто вот это все накопленное, этот страх целый месяц за свой народ у меня вышел комом. Второй раз я заплакала на днях, когда после назначения Пашиняна первое, что он сделал, это издал указ, разрешающий в Армению ввоз всех товаров, а там была мафия. То есть, например, привозили сахар, да, только одна компания, другим не позволяли. И хочешь не хочешь, вот идешь и покупаешь у них. А если привозят несколько компаний, естественно, цены падают на продукты. И это очень необходимо было Армении. Второй закон он издал об армейской службе, что родители ни в коем случае не обязаны, не должны даже носки покупать, в армию отправлять. Он сказал, вы и так отправляете своих детей, вы и так делаете великое дело. Этого с вас вот так достаточно. Начал убирать эту верхушку. И я заплакала от счастья. Естественно, не зарыдала, но у меня появилась слеза, и я поняла, что вот спасение, реальное спасение народа. Хотя меня очень злит, вот это все эти дебильные существа стали великими экспертами по Армении, начали нести всякую ахинею, чушь. Им везде мерещится Пентагон, везде мерещатся какие-то американские печеньки, не знаю, какие печеньки. А я-то знаю, что происходило в моей стране, я знаю, как умные люди уходили. Омерзительно, когда люди, которые ничего не знают об этой стране и что там происходило, сидят и с умным видом какие-то умозаключения делают. Хочется им по роже дать чем-нибудь тяжелым. Реально хочется, потому что это такое ублюдство. Вот сидеть и обсуждать какую-то тупость, которая вообще несусветная. Я говорю, там творилось черти что, там такое беззаконие, бесчеловечность, что люди уходили. Армяне – это не тот народ, который будет уходить из своей земли из-за того, что плохо живет или мало кушает. Нет. Просто мы такой народ независимый, мы не стерпим, чтобы над нами был какой-то султанат. Из-за этого уходили. И сейчас люди стали приезжать обратно и хотят открыть бизнес. И человек, который каждый вечер отчитывается народу в прямом эфире, что он сегодня сделал. Вы такого премьер-министра или президента вообще видели? Отчитывается, как он пошел, обнял матерей павших солдат, с детьми сфотографировался. Абсолютно народный человек. От и до. Пусть он, желательно, чтобы он всегда таким остался. Хотелось бы. Когда человек первый же день показал свои апартаменты, сказал, дорогой народ, вот здесь я буду находиться, вот это мое место. И всегда знайте, что вы меня сюда привели. Если я буду ошибаться, вот точно так же выйдите на улицу и выкиньте меня. Не давайте мне тоже, не разрешайте и мне тоже наглеть. Понимаете, такому человеку сидеть, написать всякие гадости, конечно, больно. Очень больно, и в нескольких местах просто оставил очень гневные комментарии. Потом думаю, а что с зомбированным стадом рабов можно говорить? Для них само понятие, что человек, народ может встать на ноги и решить свою судьбу, как-то кажется каким-то невероятным чудом, которое вообще не должно случаться. Омерзительно. Вот опять отвлеклась, видите. Вот в эти дни я плакала, Хавзат. А так я много лет не плакала. Я могу разозлиться, я могу крикнуть агрессивно, но плакать нет. Я даже родных, когда хоронили, деда и так далее, я не плакала. Я внутри переживала, мне было очень больно, очень тяжело это все перенесла, но я не плакала. Все рыдали, плакали, я была спокойна. Раньше всем казалось, что мне пофигу. Но потом они поняли, что это еще хуже, потому что
человек, который переживает внутри, он тяжелее это переносит. Что касаемо того, плакала ли я из-за мужчин, ну, как любая женщина, плакала в молодости. Но я никогда в жизни не показывала своих чувств. Никогда. Я могла умереть молча, просто всю ночь разрыдаться, следующий день так гордо проходить, как будто его и не существует вообще на этом свете. Плакала, естественно, от обид, плакала от предательств. Сейчас-то нет, сейчас мне, честно, параллельно. Кто там, чего. Я сейчас не воспринимаю людей вот настолько близко, что потом переживать. Но были времена, когда были просто те, которых я сестрой считала. И вот то, что я узнавала потом, было омерзительно больно. Плакала. А что касается того, чувствую ли я неприятного человека, верите, чувствую. И я знаю, что человек так поступит. Но есть такое но, когда ты всю жизнь вот подозреваешь, знаешь, вот такое ощущение, синдром Сталина начинается, ты начинаешь себя одергивать. Мол, хватит, это твои предчувствия, это просто от страха тебе кажется, в конце концов, не все люди одинаковы свиньи, нельзя так себя вести. То есть я себя одергиваю. А потом оказывается, что то чувство, которое вначале испытала, было правильным, и зря я этому не последовала. Причем самое интересное, я близким друзьям говорила: вы знаете, я знаю, что вот этот человек скоро предаст, он скоро... Не может быть! Ну ты же ей книги отправила, она вроде так пишет такие вещи. Ну, думаешь? Я говорю, уверена. Но я продолжаю общаться. Есть такой момент: не пойман, не вор. Если я человеку заранее скажу, ты подлый, да? Он имеет право сказать, что я неадекватный человек, потому что я ни за что, ни про что вот обзываю людей, потому что она же ничего еще не сделала. А вот когда она делает, я говорю, ну вот видите, я же говорила, что она так сделает. Боже мой, мы даже не могли представить, что такое может. Может. Чувствую, но потом, с другой стороны, поймите, мудрости как набраться? Если мы все будем видеть, знать всегда во всем, как же нас силы проучат? Вот так и учат, притупляя иногда нашу бдительность, чтобы потом сказать, ну что, получила? Хорошо? Ну вот, кушайте на здоровье. Пойдемте далее. Это я имею в виду, что мне скажут. Это к вашему вопросу не относится. Так, Светлана, маленькая пупсик. Хорошо, что ты поменяла это слово пакость на пупсик. Так, наша солнышко Инга, ой, спасибо. Огромное вам спасибо за то, что вы есть. Светлана, я надеюсь, ваша проблема решилась, а то мы с вами не переписывались. За ваши волшебные ритуалы, вашу книгу, которую я держу в тумбочке у кровати поближе к себе. Хотелось бы спросить, какой у вас любимый фильм? Книга. Нравится ли вам персонаж Скарлетт О'Хара, унесенный ветром? Вы знаете, удивительная вещь. Скарлетт О'Хара написана женщиной, вы знаете, да, автор женщина. И она писала эту книгу от конца до начала, то есть наоборот. Она сначала написала финал, когда он уходит от Скарлетт, как там этого полковника звали, а потом начала дополнять. И сценаристы были в шоке от того, что она приносила каждый день. То есть она написала финал, а потом начала дополнять эту всю историю. Интересно, да, как сказать, способность писать книгу. Нравится, конечно, один из моих любимых фильмов, классика, не может не понравиться. Вообще я люблю «Тихий Дон», старую версию. Постоянно смотрю. Вот мне нужно отвлечься. Вы поверите, что я «Тихий Дон», наверное, раз 200 смотрела. Я просто включаю, фильм идет, я сижу, занимаюсь своими делами, тут пишу, там поправляю. И я смотрю «Тихий Дон». Это настолько на высочайшем уровне снято. Вот сколько снимали версии «Тихого Дона», извиняюсь. Это до такой степени обезображивание вот этого великого шедевра. Мне просто... Ну, я не знаю, я бы плюнула им в рожу, ей-богу. Бондарчук, хотя он великий сам актер был, такую тупость снял, вот такую бездарность. Это вторая версия «Тихого Дона». Там просто, ну, они не то, что... Они не играют, они наизусть говорят. Самое непонятное для меня, что эти актеры сами по себе, это созвездие, это и голливудские актеры, это все отличные актеры. А по отдельности они
в разных фильмах просто сверкают. Почему они там вот так играли, я не могу понять. Там играли вообще непонятно как. Вот. Удивительно, может, от режиссера зависит или как. Не могу понять, потому что если бы это были какие-то непонятно кто, это актеры мирового значения там собраны. Но они в этом фильме вместе играют отвратительно, бездарно, жутко вообще. И вот эта новая версия, которая недавно снята, это я называю театр бледнолицых. Одних с белых таких вообще непонятно откуда собрали, как будто их этим пергидролем обработали. В конце концов, казаки были темные. Казаки — смесь тюрков и русских, и кавказских народов, и черкесов. Это необычный этнос. Ёпарасоте. Прям собрали таких настолько вот бледных, как специально на подбор, одни бледнолицые, но не подходят они под казаков. И казаки, в них, понимаете, порода чувствуется. Да, говорят, что там в версии Герасимова, да, играет, значит, Гришу Мелехова мужчина старше. Там-то он играет как бы 19-летнего, 18-летнего или 20-летнего, а вот сам по себе ему 42 года. Когда... Да какая разница? Ну там игра есть. Игра есть, люди. Там как живут они в этом доме. Я даже секунду-то не сомневаюсь, что это настоящая реальная жизнь. Каждая мелочь учитывается. Каждая деталь, если вы обратите внимание на этот фильм, это шедевр. Мордюкова же не зря обижалась на Герасимова, что он ее не снял, а снял Элину Быстрицкую. Мол, Быстрицкая такая была красавица, но эти бесконечные поцелуи, разве казачка так делает? Казачка так посмотрит. Я уверена, что Мордюкова бы тоже блеснула в этой роли. Но Быстрицкая тоже не хуже, на самом деле. Ее красота вот это вот пленит нас. Я не знаю, как вообще, чем думают эти новоиспеченные режиссеры, когда хотят переплюнуть вот такую величину. Ну, поганят, но они никогда не смогут перейти. Ну, невозможно. Вот это один из моих любимых фильмов «Тихий дон». Потом люблю фильм «Пожар», армянский фильм, 83-го года, по-моему, экранизация. Фрунзик играет там. Ну, скажем так, не комедия реалистичная, ну, времен еще советского времени, как у человека горит дом, и он не может у государства никаким образом, значит, пробить себе, там, тогда выдавали материал, чтобы новый дом построить. То его обвиняют в том, что, может быть, он сам сжег этот дом, хотя он на свадьбе сидел. То говорят, что, мол, существует это, как там его, очередь, понимаешь ли, и так далее. То есть бюрократическую эту стену не могут они сломать, чтобы построить человеку дом. И человек на улице просто ждет. В конце концов его строит, целая история. Это ладно. Вот этот фильм еще люблю смотреть. Люблю смотреть армянский фильм «Наапет». Это после геноцида спасенные вот эти вот осколки армянского народа, которые соединились воедино. И там просто показывается, что человек по необходимости создает семью. Ни он не любит эту жену, ни она его не любит. Каждый из них вспоминает своих любимых, свою прежнюю семью, но им приходится создавать эту семью, чтобы выжить. Очень горестно смотреть на это, очень больно. Есть еще такой фильм «Миро из долины». На армянском звучит «Зори Миро». То же самое из этой же серии. Вот Сос Саркисян, вы знаете, совершенно не имеющий внешность героя-любовника, но настолько гениальный актер. Он играл и в русских фильмах. Он играл, по-моему, в фильме «Русь изначальная». Он играл там патриарха Константинопольского. Образ такой величавый.
Много фильмов, но, честно признаюсь, современные фильмы я вообще не смотрю. Я боюсь пустить этот мусор, это дерьмо себе в мозг. Не хочу. Я не хочу разочаровываться вообще. Я вот этот «Тихий дон», который первой версии, я 1000000% знала, что это тоже фигня. Просто ради интереса посмотрела, минут 15 меня хватило, и меня уже затошнило. Я думаю, все. Бондарчук мне показался ангелом небесным по сравнению с тем, что вот здесь было снято. Что еще? А зори здесь тихие. Вот это. Недавно смотрела. Но я стараюсь фильмы военных времен немножко так поменьше, потому что очень больно. Я очень чувствительный человек. Вот недавно Алина, как ее зовут еще, Алина как-то вот псевдонимы, извиняюсь, не помню, под роликом недавно кинула ссылку, где паяльником сжигают собаку. Я не знаю, зачем я это посмотрела. Я просто, не поняла, в чем дело. Нажала на эту ссылку, зашла. И до сих пор вот я с вами разговариваю. Мне это ужасающая сцена мучения этой собаки. Ой, я очень чувствительна. Мне лучше такие вещи не смотреть. Я потом очень долго хожу, как удрученная. Не могу. Пропускаю через себя. Ужасно. Хотя я считаю, что преступно молчать об этом, делать вид, что этого не было. На самом деле, если мы сделаем вид, что этого не было, это не значит, что этого не было. Но очень омерзительно, когда человек забывает, что он человек, что он венец творения, понимаете? Пусть бы он попробовал этим паяльником, скажем, льва помучить, если бы он мог. Я не понимаю таких людей. Я не понимаю, в чем кайф. Взрывать кошек, собак. Я не понимаю, что они хотят этим доказать, что они могут это сделать. Так каждый человек может купить автомат, зайти в садик, расстрелять детей. Ту-ту-ту. Может каждый сделать. А что здесь геройского? Я не могу понять. Ведь это же легко и просто делать. Там слабые, там не будут оказывать сопротивление. Ужасающие люди. И запомните, человек, который так делает с собакой, с кошкой, неважно, с любым животным, точно так же сможет убить и человека, и мучить. Потому что доказано, что люди, которые испытывали наслаждение, мучая животных, потом становились серийными убийцами. Вот полшага от убийства животного и до убийства человека. Полшага. Омерзительно. Самое интересное, что они получают. Очень страшно получать потом. Они не понимают этого, но они получают. Я помню, что у меня дядя, когда очищал от травы, такой острый у него, острая лопата была, и вот счищал траву, просто срезал, и случайно убил кота. Видимо, кот там спрятался, я не знаю. Мы услышали жуткое мяуканье, он ударил, видимо, острой стороной. Ой. И вот мы пытались этого кота поймать, спасти, а он бежал, весь окровавленный, не давался в руки, испугался. Потом мы и нашли где-то, он спрятался и умер. И вы знаете, у меня дядя чуть не помер. Через 3 дня они попали в аварию, у меня тетка еле спаслась, ей делали уколы. Там прямо в лицо, ой, ужасная эта сцена, вспоминать не могу. Мы ждали просто, что она или выживет, или умрет. У меня у дяди там переломы были, все ноги. В общем, что вам сказать? Наказали жутко, хотя это было, скажем так, не по злому умыслу, случайное убийство этого кота. Но наказали, понимаете? Машина вообще в смятку, и они еле спаслись, и тетка моя еле спаслась, и до сих пор у нее одно ухо плохо слышит, потому что последствия той аварии наказываются, но людям кажется, что если это беззащитное существо, за него некому мстить, некому морду набить, да, и все нормально пройдет, что здесь такого, самоутверждаются. А потом удивляются, почему вот у нас в роду, скажем, больные дети рождаются. Да? Почему мы не можем хорошо жить, почему у нас достатка не бывает, почему мы голодны, почему пожар прям нашего дома коснулся и всех обошел. А вот за это вот все.
за это бесчеловечное, скотское, омерзительное, что вы творите, люди. В кавычках, конечно. Пойдемте далее. Так, Ольга. На вашем канале около года делала ритуал к Фортуне и Ганеше. Была проблема с банком предзадолженности, а результат дали реструктуризацию. Разбитая машина, избежали 350 тысяч. Избежали? Ваш канал как глоток свежего воздуха. То есть, избежали этого суда, не отдали, и банк вам простил, видимо. Что это такое, я не знаю, или оттянул. Канал ваш как глоток свежего воздуха, невозможно без него прожить. Дня благодарность к вам, восхищение переполняет душу. Спасибо. Ваша мудрость, знание, желание помогать людям, где трогают до глубины души, опыт работы бесценный. Спасибо, низкий поклон. Пожалуйста, не бросайте тех, кто полюбил вас. Не бросаю. Если я начала это дело, вот веду этот канал, даже когда устаю, потому что я считаю, что я ответственна за то, что начала. А что касаемо банков, это не первый случай. Вон Матвею сколько сотен тысяч простили. Потом с меня прямо требовали: дайте нам ритуал, который Матвею дали. Я говорю, какой ритуал? Те же самые ритуалы, что вы делаете. Я ему специальных ритуалов не пишу. Ему банки простили, да, он очень переживал тогда. А потом раз и друг за другом простили. Его объявили банкротом и простили. Но на самом деле банкротом много кого можно объявить, но не хотят. Делайте, не ленитесь. Вот что я вам скажу. Так, Лана Веркана. Так, огромное спасибо за возможность задать вопрос. Скажите, у меня в доме не живут животные, доживают до года и все, умирают. Когда 4-й кот умер, я поняла, что что-то не так. С чего это может быть дело? Может быть негатив? Конечно, негатив. Причем мертвая энергия. Нехорошая. Попробуйте сами пока взять ритуал очистка дома. Для всех есть у меня канал, который, да, ритуалы для всех, Инга Хусроева. Там есть и чистка дома для всех. И некоторое время постарайтесь не заводить животные. Особенно кошки, они умирают там, где очень много мертвой энергии. Потом я постепенно научу, как можно это сделать. Хотя, если ваших сил хватит, конечно. Так, Елена Романов. Доброго времени суток. Огромная благодарность за предоставленную возможность задать вопрос. У меня вопрос по проведению ритуала. Хотя вы и так все подробно объясняете, но уж извините. Провела ритуал алтарь предков, перед которым нельзя 3 дня кушать мясной пищи. Имеется в виду кровная пища или вообще пища животного происхождения? Молоко, сыр, яйцо. Молоко, сыр, яйцо все можно употреблять. Нельзя только мясо. Именно мясо. Не животного происхождения, а именно мясо. Потому что мясо влияет на определенные процессы в нашем организме. И перед такими ритуалами лучше мясо не есть, чтобы наш организм некоторое время постился, очищался, то есть более усиливался. Как ни странно, мясо хоть дает энергию, но в некоторых случаях, знаете, люди иногда голодали для того, чтобы достичь какой-то нирваны, просветления. Может, вы слышали это, да? Ну и посты для этого существуют. Посты идут из языческих времен. Это не христианские придуманные, скажем, праздники. Пост и так далее. Очищение организма. Вывести из организма все лишнее для того, чтобы усилилась, твоя энергия обновилась и получилось то, что ты хочешь. Точно так же, как, например, переливание крови, да, обновляет энергию, обновляет организм. Так, Яле Геллер. Инга, люблю ваши ритуалы. Вот ваш спиритический сеанс был просто завораживающий. Зря не смогла задать вопрос. Удачи вам. Будет еще, будет в ближайшее время, когда неполадки с этим ютубом закончатся, я проведу прямой эфир. И будет у меня спиритический сеанс. Так, спасибо за возможность задать вопрос. Кто у нас пишет? Ирина Лев. Приношу свои извинения, если этот вопрос, по вашему мнению, не касается темы, но этот вопрос очень важен для меня. Я на днях хочу провести ваш сильный ритуал, прям чувствую его силу, уверенно в нем, называется «На достаток в дом». Безусловно, все ваши ритуалы сильные, я периодически их провожу в восторге от результатов.
Но этот ритуал, когда я просмотрела ваш ролик, он меня особенно впечатлил. Он многим нравится. Это мой любимый ритуал. Это для меня было припасено, но я раздала людям. Благодарю вас за этот подарок. Вопрос. Проводя этот ритуал, боюсь что-то не так сделать, неправильно. Ваш ответ очень необходим. Я живу не в России, а в Чехии. В этой стране есть как евро, так и кроны. Скажите, на какую из денежных купюр сделать ритуал? И обязательно должны ли быть цифра 100? В словах ритуала говорит рубля. Так и произносите в рублях. Заранее благодарю. Если вы намерены... Вообще лучше делать евро, потому что евро, доллары имеют особую энергию. Видимо, потому что это пока сильные страны, да, экономически. Поэтому, если вы делаете на доллар, лучше произносить доллар или евро. Лучше так. Потому что к вам будут приходить именно вот в том эквиваленте денежном, который вы называете. Так что это не имеет значения. Главное, правильно провести это все. Да, это мой любимый ритуал. Если я не поленюсь и в начале года это сделаю, весь год у меня денежный. Ну, у меня, в принципе, не от этого только зависит, но в любом случае. Я и своим говорила, близким, чтобы они не ленились. Ну, вот кто не ленился, тот сыт. Так. Акидо Селенико. Господи. Вот прямо такие имена, что... Ну, ладно. Так, благодарю за ваше видео. Хотела бы спросить вас про одиночество. Вы говорили, что ведьмы часто бывают одинокими, даже если у них есть семьи. Эдакое духовное одиночество. Скажите, если... Хотели ли бы встретить свою истинную родственную душу, которая понимает полуслова, настоящий любит, и еще мотивирует вас жить, а не существовать и развиваться, становиться еще сильнее. Я вам хочу сказать, что я встретила эту родственную душу. И мы с этой родственной душой уже несколько лет вместе. До этого мы были друзья. Больше 5 лет мы были просто хорошие друзья. И мы уже знали друг друга, нас сблизила дружба и еще больше сблизила любовь. Что касаемо семьи, я уже говорила, что после 33 лет ослабление идет для ведьмы определенные. И те, которые, скажем так, предпочитают одиночество, они остаются одни. Мы не страдаем от одиночества, в принципе. После 33 ослаблений, но с одним условием. Тебе это условие ставится, и ты это чувствуешь, понимаешь, что твоя работа должна быть на первом месте. Только тогда твоя семья сохранится. Поэтому нам дают таких мужчин, которые имеют возможность уезжать по делам. Вот как только он уезжает по делам, я восстанавливаюсь, я берусь с новой силой за работу и так далее. Он меня вдохновляет, во-первых, потому что мы одинаково думаем, у нас одинаковые взгляды. Человек, он прошедший войну, видевший очень много чего, и этот человек прекрасно знает и про потусторонний мир, и про то, что это существует. Поэтому осторожно к этому всему относится. Самое главное, что он мной гордится и совершенно не препятствует моей работе, наоборот, помогает, чем может. Он может поехать, привезти то, что я хочу, купить, что надо, собственно говоря, не мешать мне совершенно в совершении моих ритуалов, работ, не вмешиваться в мои дела. Он точно такой же язычник, как и я, лекции мне не читает, скажем так. Он точно так же любит свою родину, нашу родину, как и я. То есть мы общих взглядов. Вы знаете, мужчина и женщина должны быть общих взглядов, тогда они счастливы. Если они думают одинаково, то они, вот вопреки тому, что противоположность тянет, нет, они должны смотреть в одну сторону. Они должны одинаково думать. И только тогда они счастливы. Кто доминирует у нас? Я. Вопреки тому, что... Ну, я делаю вид, что все делается по его желанию на самом деле, но доминирую, естественно, я. Просто я очень хитро к этому подхожу и очень аккуратно это все делаю. Ну, например, там... Как ты смотришь? Ты хотел бы, вот, чтобы мы поехали туда-то? Да. Ну вот, как ты сказал, так и будет. Поедем.
Решение же за ним, это же он решил, правильно? Ну и что я предложила? Ну и что я сказала, как ты хочешь, хотел бы. То есть, дорогие женщины, можно хитро дома руководить, и никто даже не почувствует и не поймет подвоха. Не говорить вот так сухо и прямо, знаете, вот я хочу, я пойду. Нет, не так. Ты знаешь, вот я бы сделала так. Ну вот как ты думаешь, стоит, нет? А потом в мужчине есть такой, сидит такой бес, когда ты ему говоришь одно, и делает наоборот. Поэтому говори одно, и будет наоборот. Я что-то не хочу на эту свадьбу, плохо выгляжу, вообще уставший, одеть нечего. И вот в мужчине начинает играть вот это его эго. Как это не хочешь, как это ты уставший, ты ничем не хуже других, и мы поедем, и все будет хорошо. А может, не надо? Нет, надо. Я сказал, значит, надо. И, ну, ладно, раз ты хочешь. Угу, фигушки ты хочешь. Хочу я. А ты всего лишь делаешь то, что я хочу. Но тебе кажется, что это ты захотел. Вот так и управляйте, женщины, своим домом. Он человек очень образованный, очень начитанный. С ним интересно. Но я вам хочу сказать, что брак, конечно, он все-таки немного рутинное дело, да, и поэтому время от времени надо освежать чувства, надо как-то поменять, что-то улучшать и так далее. Это целое искусство. Не бывает брака во всем хорошо, чтобы все было прекрасно и отлично. Если я злая, я могу их всех сожрать, съесть и вместе с пусиком закрыть на кухне и вообще. И такие моменты бывают, да. Ну, злая на что? На то, что вот у меня свеча не так сгорела, и статуя чуть не упала, и вот вы виноваты, ходите тут, мешаете под ногами. Вполне нормально. После многих мучений, страданий я поняла многое. И уже вот этот союз был создан осознанно, уже мы не дети, за нашими плечами уже браки, да, несостоявшиеся дети и прочие, уже взрослые люди, которым надо думать по-взрослому, скажем так. Ну, я считаю, что зрелая любовь, она самая настоящая и правильная. Потому что ты знаешь все минусы человека, но принимаешь его таким. Ты из него не делаешь икону и не поклоняешься, чтобы потом разочаровываться. Понимаете? Мы все люди. Мы можем и уставшие быть, мы можем утром растрепанные быть и так далее. Но если ты знаешь, что тебя любят именно вот такой, какая ты есть, это и есть счастье. Тебе не нужно с утра, прям пока еще он не встал, 5 утра вставать, значит, накрасить губы, чтобы он проснулся и увидел готовую куколку. Вот, собственно, и все. Далее. Здравствуйте, Инга. Уже некоторое время слушаю вас. По всем жизненным позициям полностью согласна. Не практик, но обращалась, спасалась. Прежде меня смущала лояльность к обратке. Дескать, нельзя, негуманно. Мозгами понимаю, душа противится. Христианская позиция никак меня не устраивает. В вашем лице я приобрела единомышленника. Благодарю. Живу давно уже с единомышленником, соратником. Не густо, почти никак. Так, пожалуйста, если можно, проясните тему по законорожденности. Можно ли прояснить этот вопрос? Я полагаю, что именно право знать со своим отчеством живу. По-хорошему ничего получится, якобы проявляю недоверие и уважение. Думаю, ни одной мне это интересно. Если у вас будет желание, время, проясните тему, пожалуйста. Про законорожденность, ну, это долгий вопрос, конечно. Но я считаю, что дети появляются по воле судьбы, а не по воле батюшки и не по воле печати в ЗАГСе. Каждый человек не случайно рожден. Все остальное – это рамки, придуманные людьми, на самом деле, в которые втиснуты люди. Законорожденный, незаконорожденный. В древние времена вообще не было понятия ЗАГСа. И приглашали людей, родственников, представляли жену, и считалась она законной, и рожденные дети в том числе. Поэтому в Индии, например, не регистрируют брак.
В Индии просто делают огромную свадьбу, пышную, и чем больше народу узнали, что вы муж и жена, тем законнее считается ваш брак. Понимаете, все остальное это рамки, которые втиснули люди сами себя, придумав себе термины и прочее. Любой человек, законорожденный он или нет, он приходит в этот мир по воле судьбы. Далее. Так, Нарина Иванесян, здравствуйте, Инга, рада, что нашла вас. Должна благодарить вашим недругам, благо вам. Моим недругам? Мои недруги очень много кого привели ко мне, я им тоже очень благодарна. Они столько дерьма сняли про меня, что весь мир про меня узнал. И пришел, и остался. Так, Маргарита, можно спросить у вас вопрос по магии? Вы как-то говорили в прямых эфирах, что дадите защиту от постоянных аккордов мужчины, и в том числе крови женской, как закрыть его и так далее. Хорошо, на днях постараюсь это сделать. Что вы думаете про Вуду? Очень интересно. Что я думаю про Вуду? У меня про Вуду снято очень много роликов. И самое интересное, у меня, может быть, 20-25 ритуалов Вуду снято в моих каналах. Вот что я думаю про Вуду. Считаю, что вам нет равных. Каждое видео несет открытость. Спасибо большое. У меня закончилась череда неудач, нищеты после ваших ритуалов на фортуну. У меня всего 2 вопроса. Я вижу, вы признаете факты силы индийских богов, потому что у вас ритуалы на богиню Дурга, Ганеш и так далее. Получается, течение индуизма не является народной силой. Давайте я вам коротко отвечу, поскольку время ограничено. Все боги одни и те же. Просто в индуизме они называются так, в русском пантеоне они называются вот так, у армян они называются вот так, как, например, Афродита, у африканцев Ошун, у армян Астрик, насколько я помню, в славянском пантеоне это Лада, у римлян это Венера. Кто еще там? У грузин это Мзекала. То есть боги, они одни и те же. Просто есть определенные энергии, которые выработали народы для поклонения. Поэтому я могу воспользоваться этой традицией поклонения божеству, да, или могу воспользоваться другой традицией поклонения божеству. Этому же божеству просто в другой традиции это божество зовут по-другому. Понимаете меня? Вот в чем разница. Все, у меня, кажется, заканчивается время. Дорогие друзья, насколько смогла, ответила. Ой, так, давайте-ка еще сниму, другую тему, наверное, потому что мне еще остались вопросы, которые нужно, это немножко из другой серии, тут смс-ами просто приходят, надо ответить. Всем удачи, всех благ. Все, закругляем.